По Крыму ударили ракетами. В Ростовской области полыхает нефтебаза, а в Сирии вновь неспокойно. Там оппозиционные Асаду силы взяли второй по величине город страны. Это новости в воздух. Мы начинаем. Ну, смотрите. Ну, это взрыв. Там... Нет, дело в том, Мощный удар по Крыму. Асинт-проект «Кибербарашно» геолоцировал видео этой атаки и пришел к выводу, что снято оно было в населенном пункте Курганное. Это рядом с аэропортом Симферополь и аэродромом Гвардейское. По всей видимости, была поражена очередная позиция ЗРК С-400, который должен был прикрывать аэродром. Судя по всему, С-400 там находился не всегда. После постоянных атак ракетами и беспилотниками по Крыму его убрали. Но, видимо, сегодня он снова занял эту позицию в связи с удобной топографией на высоте. О погибших не сообщается. Местные власти хранят молчание по поводу этой атаки. И еще один удар был по Ростовской области. Вот черное прям было. Осколки видно, белый пожар. Надо отсюда выстоять. Били по нефтебазе «Атлас». По ней уже был удар беспилотниками летом этого года. Украинский генштаб подтвердил факт удара. На месте есть как минимум 2 очага возгорания. Российские телеграм-каналы ночью и утром публиковали несколько видео с сильным пожаром на топливной базе возле автотрассы в Каменском районе. Эта база расположена недалеко от границы с оккупированными территориями Украины. Исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь ночью сообщил подписчикам своего телеграм-канала, что в Каменском районе 109 пожарных и 38 единиц техники тушат пожар на некоем промобъекте. Ну а российские военные тем временем сбили собственный дрон. И все это под прицелом камер прокремлевских журналистов. Вот как это было. Попал. Пропагандистка Ольга Курлаева опубликовала пост с репортажем о простых фермере и автомеханике, которые служат в отряде «Барс» в Белгородской области и при помощи ружей защищают небо региона от дронов. Прямо на видео мужчины расстреляли летящий в их сторону БПЛА, заявив, что это беспилотник самолетного типа под названием «Фурия». Но позже выяснилось, что это российский дрон за 10 миллионов рублей. А начальник военного ведомства Андрей Белоусов прилетел в Пхеньян. Судя по всему, за ракетами и новым пушечным мясом. Во время переговоров с северокорейским министром обороны Белоусов заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии. Ну а Южная Корея тем временем договорилась с Киевом о помощи в размере $100 миллионов. И еще несколько цифр про войну. Журналисты русской службы BBC и «Медиазоны» подтвердили гибель более 80 тысяч военных из России. За 2 недели количество имен увеличилось более чем на 2500. Издание отмечает стремительный рост потерь среди добровольцев. Сейчас они составляют 22% от общего числа потерь. Год назад этот показатель был на уровне 14%. Многие добровольцы погибают в течение нескольких недель после отправки на фронт. Сегодня закончился очередной суд над московским мундепом Алексеем Гориновым. Ему увеличили срок и усилили режим содержания. Горинов уже в тюрьме по предыдущему делу за фейки об армии. Новое преступление прокурор Светлана Рыгалова оценила в 3,5 года лишения свободы. Защита намерена и далее доказывать невиновность подсудимого. Его адвокат Алена Савельева заявила, цитирую, «Будем обжаловать и бороться за оправдание». Алексею суд назначил 3 года по данному преступлению. Он содержался в общих условиях теперь строгого режима. Чувствует себя он удовлетворительно. У него бронхит хронический и сейчас обострение. Конец цитаты. А вот что сам Горинов сказал в суде. Пока отвечать приходится не тем, кто устроил войну, продолжает убивать, пропагандирует войну и занимается наемничеством. А нам, обычным гражданам России, поднимающим свой голос против войны за мир, отвечать, расплачиваясь своей свободой, а кому-то даже жизнью. YouTube попросил россиян удалить видео об обходе блокировок с VPN.
И сделал он это по требованию Роскомнадзора. Американский хостинг разослал части пользователей уведомления, что РКН внес их ролики с методами обхода блокировок в реестр запрещенной информации. Из уведомления следует, что если пользователь не удалит такой ролик самостоятельно, то компания может быть вынуждена заблокировать этот контент, пишет РБК. Тысячи протестующих, включая президента, вышли на улицы в Грузии после отказа правительства от переговоров о вступлении в ЕС. Силовики жестко разогнали акцию в Тбилиси, есть пострадавшие и задержанные. А сегодня больше 100 грузинских депутатов подписали открытое письмо против отказа от евроинтеграции. Обращение за подписями парламентариев разместила в своих соцсетях сотрудница МИД Грузии Кети Пруидзе. В заявлении говорится, что снятие с повестки переговоров о евроинтеграции не соответствует стратегическим интересам страны. В Сирии новый виток эскалации. Противостоящие режиму Асада силы вошли во второй по величине города страны Алеппо. Это результат всего лишь 3 дней стремительного наступления. Судя по всему, боевики сами не ожидали такого успеха. Это произошло после ослабления Хизбаллы и вооруженных сил России в Сирии. СМИ пишут, что армия Асада не оказывает серьезного сопротивления. За 3 дня наступления повстанцы захватили более 50 населенных пунктов на северо-западе Сирии, а также оставленные сирийскими вооруженными силами склады и тяжелое вооружение. Всего под их контролем находится около 400 квадратных километров в провинциях Идлиб и Алеппо. Китайский миллиардер Джастин Сан съел купленный им за более чем $6 миллионов банан из арт-объекта «Комедиант». В одном из самых дорогих отелей Гонконга основатель криптовалюты Трон произнес перед журналистами и блогерами речь о сходстве концептуального искусства с криптовалютами, после чего отклеил банан от стены и съел его, добавив: «Намного вкуснее, чем другие бананы. Правда, очень неплохо». Конец цитаты. Что ж, друзья, у нас на этом все. С вами был Тенгиз Адами. Не уходите от нас без лайка, комментария и подписки. Смотрите и другие видео на нашем канале. Всего доброго. Пока-пока.